Народ, всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам, как настроить в нашей самой простецкой, самой дешевой, вообще, которая представлена, наверное, на рынке радиоаппаратурой для радиоэлектронных игрушек, конкретно для квадрокоптера в нашем случае, как в ней настроить fail-safe. Изначально данная аппаратура эту функцию, как бы не совсем поддерживает. Вот у нас есть к этой аппаратуре такой вот приемничек. Это тоже флайфскайский фирменный. Называется он FSIA6B. И он не умеет посылать функцию fail-save для того, чтобы при потере связи наша моделька нигде камушком просто вниз не упала. Не умеет он посылать функцию fail-save на полетный контроллер. Тем самым полетный контроллер не знает, что произошел обрыв связи, и игрушка полетела куда-нибудь в Китай. Или в дерево, или в стену, или, в общем, в неизвестном направлении. Либо просто упала камнем. Значит, как вообще все это дело сделается? Все допиливается, и причем достаточно просто. Вот так мы превращаем нашу самую дешевую, самую бюджетную, на сегодняшний день на Алиэкспрессе $36 аппаратуру, во что-то более-менее живое и хорошее. Погнали, покажу. Итак, что нам нужно сделать? Значит, у FlySky есть своя собственная система fail-save. Нам нужно, чтобы уже приемник был обязательно подключен к нашей аппаратуре, биндим его и заходим в меню самой аппаратуры. Вот так будет лучше видно. Значит, чтобы нам зайти в меню, надо нажать и удерживать кнопку ОК. Появляется System либо Setup. Заходим в System. Заходим в RX Setup. Это конкретно настройка нашего приемника IA6B. И здесь есть вкладка Fail-Safe. Заходим. Напоминаю, что изначально эта аппаратура шестиканальная. Хотя к ней уже вышли прошивки сторонние и на 10 каналов, там, и на 12, и на 14. Очень много в нее допилено интересного, может быть, об этом отдельно расскажу. Но изначально это всего лишь шестиканальная аппаратура. И приемник у нас IA6B, он тоже шестиканальный. Значит, что нам нужно сделать во вкладке Fail-Safe? Что это вообще такое? В этой вкладке мы на каждый из 6 каналов задаем те значения, которые у нас запомнит контроллер, простите, не контроллер, а наш приемник IA6B, и применит их при обрыве связи. То есть, когда у нас выключится аппаратура, либо потеряется связь с пультом, с аппаратурой, приемник применит данные настройки, и в них останется, назовем это так, до конца. Первый, второй, третий и четвертый канал по стандарту это, конечно же, наши обычные стики. То есть первый, второй, здесь третий и четвертый канал, по-моему, так. И дальше у нас по стандарту идут пятый и шестой каналы. Конечно же, в настройках аппаратуры вы все можете поменять самостоятельно, но изначально оно стоит так. Первый, второй, третий, четвертый и два вот этих стика. Что мы делаем здесь в настройках? Первый, второй, третий, четвертый канал мы ставим по нолям. То есть, как будто мы просто отпустили стики в среднем положении. Пятый канал нас мало интересует, но у меня это полет в стабилизации. Простите, нет, у меня это ОСДшка. То есть, он постоянно остается в определенном положении ОСД. И шестой канал у меня это вот этот вот стик, как будто он будет включен. Вот в таком вот положении. А на этот шестой канал, уже непосредственно в прошивке в iNavi, у меня висит возврат домой. То есть, что происходит? Когда аппаратура теряет связь с приемником, приемник принимает какие команды, он ставит в центральное положение все стики и просто в тупую включает возврат домой программно. И игрушка возвращается домой.
садится рядом с нами, где и взлетела. Сейчас я покажу, где это ставится в iNavi. Итак, значит, подключаем нашу игрушку к компьютеру. Заходим в iNav. Так, и значит, что нам нужно увидеть? Если мы зайдем во вкладочку File Save, то здесь вы увидите, он как бы включен на возврат домой, но его можно даже выключить, сделать Do Not Nothing, то есть ничего не делать. Все равно вот эта вкладка нам никак не поможет. Чтобы в нашем случае сработал возврат домой на File Save, нам нужно зайти в моды и на том тумблере, который я показывал, либо на любом удобном для вас, на 6 канале, который мы поставили активный, назначить возврат домой. То есть вот он активный, включается возврат домой. Неактивный, возврат домой не включается. И если мы зайдем во вкладку Receiver, вот наши каналы, конкретно нас интересуют первые 6 каналов, которые будут сохраняться при передаче с пульта на приемник, именно та конфигурация, если связь оборвется. Вот мы выключаем нашу аппаратуру. Оп! Мы видим, что все 4 канала это стики, они стали в центр. 5-й канал у нас сохранилось USD в том формате, в котором нам нужно было включено. И 6-й канал у нас включился наш возврат домой. А конкретно мод Return to Home. Вот такие пироги. По сути, ничего сложного нет. Но подробно это толком нигде не объяснено. Так что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, не теряем свои летучки. Всем пока!